Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. В этом видео хочу поговорить о том, как улучшить плодоношение томатов, баклажан, сладкого перца и других овощей в жару, когда и растения, и овощи испытывают жесточайший стресс и прекращают завязывание плодов, а иногда даже и цветение. В общем, поделюсь своими знаниями, чем надо полить помидоры и другие овощи на грядке в открытом грунте и в теплице для улучшения завязи, если слишком жарко. Почему я решила сделать это видео? Потому что многие зрители канала в комментариях жалуются, что в этом году нет завязи на помидорах и сладком перце, или же плодов слишком мало. Причину этого явления может быть великое множество. И жара, и засуха, и слишком сильное переувлажнение почвы из-за излишних поливов, и большие перепады температур, и банальная нехватка некоторых макро- и микроэлементов, которые нужны растению для формирования собственных гормонов и ферментов, отвечающих за цветение и за завязь плодов. Как следствие, помидоры или огурцы, или сладкий перец, или баклажаны вроде бы и растут, и цветут, и что-то там завязывают. Но совсем не так, как написано в характеристике сорта или гибрида. И что еще обиднее, совсем не так, как мы этого ожидали. А все потому, что у растения явные сбои в работе механизмов размножения, причины которых установить ой как тяжело. Чтобы вы понимали, как это происходит, хочу привести пример из жизни людей. Думаю, многие из вас знают, что такое сахарный диабет. Это страшное заболевание, которое характеризуется недостаточной выработкой гормона инсулина для утилизации глюкозы из человеческого организма или даже полным прекращением его выработки. Каковы же причины этого заболевания, установить очень сложно, но человек начинает страдать. Нарушаются обменные процессы. Чтобы как-то исправить ситуацию, врачи прибегают к крайним мерам. Пациенту назначается инсулин, то есть гормон, которого недостаточно в организме и который теперь будет поступать извне в виде регулярных уколов. Так обмен веществ в человеческом организме возвращается в более-менее равновесное состояние. Похожую ситуацию имеем и с помидорами, и с огурцами и перцем. Очевидно, в силу определенных причин обменные процессы у растений нарушены, и нужно прописывать такой себе инсулин извне. В данном случае стимулятор плодоношения. Тут я хочу предложить вам список таких средств или препаратов, которые помогут наладить завязывание плодов. Начну, пожалуй, с самых простых и безвредных. На первом месте это удобрения для завязи плодов. Обычно их формула НПК выглядит так: 0, 25, 50. То есть азота в них практически нет, фосфора 25 частей и калия 50. Это минеральные комплексные удобрения, которые специально разработаны для внекорневой подкормки растений. В них содержатся все необходимые макро- и микроэлементы в хелатной, то есть легко усваиваемой форме, специальное соединение аминокислот, фитогормонов и витаминов. Подкормив таким удобрением помидоры или сладкий перец по листу, вы простимулируете деление клеток, выведете из спящего состояния репродуктивную систему растения. Вот схема внекорневой подкормки таким удобрением. 25-30 грамм удобрения надо растворить в 10 литрах воды и подкормить томаты или перец или баклажаны по листу. Лучше, конечно, это делать рано утром или вечером, чтобы раствор быстро не испарялся и хорошо усвоился. На втором месте монофосфат калия или монокалий-фосфат, как его еще называют по-другому. Это тоже минеральное удобрение, в котором содержится 52% фосфора и 34% калия. Его можно использовать для питания растений и в закрытом, и в открытом грунте, вносить с поливом, а также подкармливать и под корень, и по листу.
Монофосфат калия повышает урожайность и качество овощей. Плоды лучше накапливают сахара и витамины, улучшается лёгкость и сахаристость и томатов, и сладкого перца, и даже баклажан. Более того, опрыскивая монофосфатом калия томаты или огурцы, или виноград, или яблони, или даже розы по листу, вы делаете хорошую профилактику против мучнистой росы, грибкового заболевания, которое поражает растения при перепадах температур. Первую подкормку для улучшения завязи этим удобрением делают в самом начале плодоношения. Вот схема. 7,5-15 граммов монофосфата калия надо растворить в 10 литрах теплой воды и либо опрыскать овощи по листу, либо полить под корень. Вторую подкормку монофосфата калия обычно делают через 2-3 недели после первой в такой же пропорции. И, наконец, под третьим номером гумат калия. Это комплексное органоминеральное удобрение, которое содержит около 80% органики и 20% минералов. Отличный иммуномодулятор и адаптоген. Улучшает сопротивляемость растений к болезням, помогает растению лучше перенести неблагоприятные стрессовые условия. В составе гумата калия гуминовые кислоты, фульвовые кислоты, янтарная кислота и калий. Гумат калия для завязывания плодов надо использовать на этапе бутонизации и цветения. Он увеличивает количество опыленных цветков и помогает сохранить завязь от опадания. В целом гуматы улучшают метаболизм, обмен веществ овощей и при этом не истощают растения. Вот схема обработки по листу томатов жидким гуматом калия. 20 мл жидкого гумата плюс 20 мл хелата бора растворить в 10 литрах воды и обработать овощи по листу на площади примерно 1 сотка посадки. Ну вот, собственно говоря, и все. Надеюсь, это видео поможет вам увеличить плодоношение томатов, перца, баклажанов и огурцов. И овощи, в свою очередь, порадуют прекрасным урожаем. Спасибо за подписку и просмотр. Не забудьте прокомментировать и поставить лайк. Это очень важно для развития канала. Пока-пока.